Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего канала, все те, кто поддерживает меня, смотрит мои экскурсии и ждет новых видео. И сегодня мы с вами совершим увлекательную экскурсию в Германию, в город Франкфурт на Майне. Я побывала в городе не так долго, меньше одного дня, но за это время город меня успел просто очаровать. Мы пройдемся по улочкам города, и я расскажу вам немного истории, а также интересные факты о Франкфурте. Франкфурт на Майне – это один из крупнейших городов Германии. Здесь расположены штаб-квартиры Европейского банка и немецкой фондовой биржи. Аэропорт города является третьим по величине в Европе. Также Франкфурт – это крупнейший коммерческий и образовательный центр. Судите сами, по обе стороны реки Майн раскинулись красивейшие современные здания. А еще мы увидели очень много красивых цветов, что делает город необычайно очаровательным и уютным. И немножко истории. Название Франкфурт переводится буквально как «переправа франков». Первое упоминание о городе датируется 794 годом. В свое время город был одним из центров Римской империи. Во времена наполеоновских войн город несколько раз был занят французами. После революции в середине XIX века здесь расположился первый немецкий парламент, и город даже хотели сделать столицей Германии. Во время Второй мировой войны исторический центр города и старые районы были уничтожены бомбардировками, поэтому каким был старый Франкфурт, мы можем судить только по старым фотографиям и картинам. Историческим же центром города является район Рёмер. Этот старый квартал застроен домами XIV-XV века, многие из которых были восстановлены после разрушений Второй мировой войны. Одним из интересных зданий является ратуша. Это как визитная карточка города. Ратуша состоит из 3 зданий. Среднее здание называлось Рёмер, в переводе «римлянин». Сейчас так называется вся постройка. И еще очень приятно, что на здании ратуши висит украинский флаг. В Германии, точно так же, как и в других странах Европы, в поддержку Украины на зданиях городских властей висят украинские флаги. Площадь возле ратуши является также историческим местом. На ней короновали монархов, казнили неугодных, организовывали турниры и ярмарки. В центре площади возвышается фонтан правосудия. Площадь – очень красивое место, и туристы здесь с удовольствием фотографируются. И совсем рядом находится еще одна достопримечательность – старая церковь Святого Николая. Увенчанная одним шпилем из красного песчаника, церковь построена еще в XIII веке. Церковь Святого Николая – одна из немногих уцелела после Второй мировой войны. Продолжаем наше путешествие по улочкам Франкфурта. Впечатляет в городе сочетание исторических и современных зданий, и на удивление они смотрятся довольно гармонично. И, конечно же, Франкфурт – коммерческий город, поэтому здесь можно увидеть очень много торговли, магазинов, супермаркетов и просто торговцев сувенирами. Мы зашли в магазин, чтобы сравнить цены, и увидели, что цены приблизительно такие же, как и во всех странах Евросоюза.
Но несмотря на то, что город считается финансовой столицей Германии, власти тратят огромные суммы на проведение культурной деятельности, на фестивали, на различные культурные мероприятия. Также в городе на набережной реки Майн расположены 13 музеев, из которых самые известные – Музей немецкой архитектуры, кинематографии, Музей иконы, Этнографический музей и другие. А сейчас мы подходим к старой опере, которая была построена в 1880 году в центре оперной площади Опернплац. Здание в стиле итальянского высокого возрождения было разрушено во время Второй мировой войны, а восстановлено и открыто лишь в 1981 году. Сегодня это одна из самых важных концертных площадок города. Какие же еще достопримечательности желательно посмотреть тем, кто приехал познакомиться с городом? В первую очередь это дом Гёте, дом, в котором проживал величайший поэт своего времени. Также можно посмотреть сад пальм, Пальменгартен, ботанический сад 1871 года, где половина площади отведена под всевозможные пальмы. И еще Франкфуртский зоопарк, один из самых старых на земле зоопарков. Собор Святого Варфоломея, где находится частица черепа самого Святого Варфоломея. Мы, к сожалению, не успели посмотреть все достопримечательности, но город нас так очаровал и приворожил, что мы чуть было не опоздали на автобус, который должен был вести нас в не менее интересный город, но об этом в следующем видео на моем канале. Сегодняшняя наша экскурсия подходит к концу. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, писать комментарии, может быть, задавать какие-то вопросы, высказывать свое мнение. Все это приветствуется. С вами была Светлана. До новых встреч!